Всем hello, народ! Канал Ранчо у Санчо. Если же вы догадаетесь по этим продуктам, что здесь есть, много бекончика, сыр, 2 вида моцареллы, колбаска еще, оливки и много тут всяких овощей, приколюшки, всякие штучки и, конечно же, вот такое вот тесто. Короче, да, я лентяй, я не люблю заниматься с тестом, тесто это не мое. У меня это вот что-нибудь мясное, офигенное приготовить в казане, на мангале, да даже дома мясной, ну короче, я мясоед. С тестом заниматься не мое, поэтому я сегодня взял готовый лист вот такой вот теста. И короче, ленивая пицца, все, что нашли в холодильнике, ну правда я не нашел, я сходил в магазин, ну да ладно, но это частенько бывает. Я показываю простой рецепт, как сделать офигенную пиццу в духовке. Помчали, и первым делом мы делаем соус. Не надо вот это вот майонез, кетчуп, горчица. Понятно, это гораздо быстрее, но я вам так скажу, что сделать соус это буквально 5-7 минут. Не поленитесь, и это будет реально томатный хороший соус, а не вот эта вот ерунда, которую вы намазали. Короче, вот такие вот томаты. Ну, короче, получается реклама. Ладно, продаются в каждой пятерочке. Есть целые, есть протертые. Вот у меня протертые помидоры. Продаются, я говорю, вот в пятерке я пошел купил. Пятерка практически у нас сейчас везде есть. Либо же берете обычные спелые помидоры, берете блендер, очищаете от шкурочки, чистите сердцевинку и размельчайте в блендере. Но кто меня давно смотрит, я блендер жене до сих пор еще не подарил, который я укокошил, когда я молол блендером бойлы. Бойлы, точнее, были прошлогодние, они были сухие, короче, блендера нет, и вот я негодяй. Да, Аленушка, извини, я негодяй. Первым делом для соуса нам понадобится чеснок. Прям берем, на него нажимаем, раздавливаем. Нам просто нужно получить такое чесночное масло. И поэтому измельченный вот такой вот передавленный чеснок вот так вот еще измельчаем. Отправляем немного оливкового масла и сразу же туда чеснок. Бенц. Немного это все сейчас обжариваем, чтобы получилось чесночное масло. И добавляем сюда протертые помидоры. Смотрите по количеству, сколько вам нужно. Я думаю, вот такого количества мне на одну пиццульку будет достаточно. На самый минимальный огонь ставим. Помидоры сами по себе немного кисленькие, поэтому мы должны немного сбалансировать вкус, добавить сюда 1,5 щепотки сахара. И все это будем сейчас хорошо вываривать до состояния, чтобы соус стал прям густым. Но не забываем про итальянские травы. Вы можете сюда добавить свои какие-то любимые специи. Розмарин, тимьян, орегано. Здесь просто все уже сбалансировано, поэтому вот так вот сюда щепоточку вот такую вот отправляем. Чуть-чуть добавляем черного молотого перца и щепоточку соли. И в течение, я думаю, где-то минут 3 мы дойдем до консистенции вот густоты, которая как раз нам и необходима. Вот этот соус самый-самый-самый клевый. И вот гораздо будет лучше, чем ваши вот эти вот майонезы, горчицы. Вот, посмотрите, постоянно помешивал. И посмотрите консистенцию. Пока соус охлаждается, берем бекончик сырокопченый и нарезаем такими полосками, которые вам, в принципе, больше понравятся. Ну вот, мне кажется, отлично, если на кусочке пиццы будет вот такой вот бекончик лежать. Ну, конечно же, не такой, а вот так вот по отдельности распотрошим и будем класть. Вот, кусочек отличный просто. Кстати, ингредиенты, которые я взял, в принципе, не обязательно вам такие же. Просто, ну, я сегодня так захотел. Сырокопченый бекон. Какая-то вкусная, клевая колбаска. Солененькая, достаточно вкусная. Немного с остринкой, напоминающей чем-то пепперони. В общем, что мы должны сделать? Режем не отсюда, а так будет покрасивее. И мы должны максимально тоненько нарезать колбасу, так будет гораздо лучше, чтобы колбаса не перебивала вообще вкус всей этой пиццы, томатной основы, ну и, конечно же, сыра. Поэтому тоненько нарезаемся, чтобы чувствовалось и было очень вкусно.
И также не забываем про хороший сыр моцарелла. Без этого сыра просто не обойтись. Кстати, если что, не забывайте помыть нож, либо же его протереть. Ну, чтобы так было более эстетично. Моцареллу не натираем, а делаем тоненькими пластами. Так он будет сам хорошо растекаться по пицце, и она будет просто вообще тянучая, как вы любите. Поэтому вот такими вот кусочками нарезаем. И также берем какой-нибудь ваш любимый сыр. Я сегодня взял для эксперимента российский какой-то выдержанный сыр, достаточно дорогой. Не знаю, попробую. На вкус, ну, достаточно прикольный. Сколько мне его нужно, я пока не знаю. Давайте возьмем вот так вот половинку. И натираем просто это на крупной терке. Надеюсь, мне хватит этого количества сыра. Если что, короче, потом дотрем. Кстати, не забываем обязательно про оливки. Я очень люблю, когда оливки есть в пицце. Ну, как-то они там балансируют этот вкус, очень прикольно. Нарезаем их вот на такие колечки. Также нужен будет болгарский перец. Хоть он дорогой, но в пиццульке мне кажется, что он необходим просто. Кстати, если что, я помыл продукты. Вы тоже помойте, не забудьте. Работаем чисто. Его нарезайте здесь уже как хотите. Можете тонкой соломкой, можете квадратиком. Я вот это хочу сделать сегодня квадратиком. Я сначала нарежу вот на такие полоски. А дальше вот на такие квадратики. Достаточно на мелкие, чтобы они успели пропечься во время приготовления пиццы. Я хочу одну пиццулечку сделать с помидорами. Одну половинку, наверное. Поэтому я беру. Но я скажу сейчас, чтобы пицца не была совсем жидкой, нам нужно будет использовать, по сути дела, только вот эту вот крайнюю, можно сказать так, плоть, которая жесткая. То есть удаляем отсюда вот эту вот жидкость внутреннюю, сердцевину, и остается вот только твердая часть. Вот ее мы и нарезаем. Можно кубиками, можно пластами. Здесь уже как у вас сыграет фантазия. Мне вот сегодня кубичное настроение. И тут опять же смотрите по своему желанию. Кто любит лук в пицце, кто нет. Меня прикалывает. Поэтому чуть-чуть, одну половинку можно сделать аккуратненько. Тонкими вот такими вот слайсами нарезать лук. Я говорю, попробуйте, если не пробовали. Вдруг зайдет. А теперь тесто. Как же я ненавижу с ним заниматься. Сильно, короче, не укатываем, потому что... Я совсем забыл сказать, какое тесто выбирать. Слоеное, бездрожжевое. Бездрожжевое, потому что нам не нужно, чтобы оно поднималось. А слоеное, блин, пицца со слоеного теста, это что-то нечто. Это очень круто. Потом... Это я потом скажу. Ладно. Отправляем на противень чуть муки. И перекладываем. Отправляем соус, который мы сделали. Посмотрите, насколько же он густой, как и должен быть. Он чуть остыл, еще подзагустел. Здесь его теперь хорошо распределяем. Сразу же на низ отправляем сыр моцарелла. Раскладываем с неким промежутком, потому что сыр моцарелла все равно сам по себе под температурой воздействия растечется. Сразу же отправляем бекончик. Прям берем по одной штучке и выкладываем. Одну сторону я делаю вот здесь вот с луком для себя. У меня жена не любит лук. А вот эту сторону делаем с помидорами. Далее посыпаем это все небольшим количеством перца. А далее все хорошо засыпаем сыром.
уже выглядит прикольно и вкусно, но мы еще добавляем обязательно колбаску. И вот как раз здесь мы начинаем последний штрих выкладывать оливки. И отправляем в разогретую духовку, ну либо же вот у меня быстро разогреваемая такая, при 200 градусах, буквально 15 минут будет достаточно. Ну а там смотрите, если у вас получилось тесто достаточно пышное, то чуть подольше. Ну короче, смотрите, зубочисткой протыкайте. Эти вот уже лайфхаки, как с тестом, это не ко мне. Я просто смотрю, готово, значит можно есть. Ждем 15 минут. Я уверен, пицца очень классная на фотографиях и вот на видео, как ну, у меня не очень сильно тянулась. Возможно, моцарелла я пожалел, но моцарелла дорогая. Мы же делаем достаточно бюджетную пиццу. Ну, друзья, ну бомба вообще. Класс. Ну, очень аппетитно, очень вкусно, очень классно. На тонком таком слоеном тесте я обожаю эту пиццу. Ну и пробуем. Меня переполняют просто сейчас эмоции. Хочется еще. В общем, что хочу, друзья, сказать. Вот эта вот томатная основа, которую вы сегодня приготовили, ну, она просто решает. Она делает из пиццы вообще невероятную штуку. Она очень вкусная. Сочетание вот этих вот двух мяс, сырокопченый бекон и вот эта вот обалденная колбаска, сыры. Ну, короче, это вообще пицца божественная. Я не знаю, как вы не готовите ее. А если готовите, молодцы. Что я хотел сказать, вот когда я сказал, то что я потом скажу. Вот такая вот пицца, да, она сейчас немного вот такая вот, потому что она тоненькая, либо есть маленькими кусочками, либо она очень вкусная, но если она остынет, она будет гораздо вкуснее. Просто вот на следующее утро вы проснетесь, нальете себе чашечку кофе или чашечку чая и достанете вот эту вот охлажденную уже. Тесто будет упругое. И она просто, она холодная, гораздо божественнее. В общем, что, друзья, короче, делайте себе такие вкуснятины. Она достаточно простая, относительно недорогая. Ну, короче, блин, вот за 1000 рублей, за 1200 вы можете себе сделать 2 противня офигенной вкусной просто пиццы. Накормить всю семью, и вы будете все довольны. Всем спасибо, кто смотрел этот видеоролик. Ставь палец вверх, подписочка, коммент. Ну, все как всегда. В общем, всем до новых встреч, до новых видео, пока.